данном документальном фильме из 3 частей мы отправимся в горную страну, которую часто называют крышей мира. Памир – это горная система на соединение отрогов других мощных горных систем Центральной Азии – Гиндукуша, Каракарума, Кунь-Луня и Тянь-Шаня. В персидском сочинении XVI века Мирза Гайдара упомянуто название Памир или Бамир. Языковеды-иронисты предположили, что Памир – персидское слово «бам-иар», что означает «крыша земли». Вероятно, отсюда и пошло знаменитое определение «крыши мира». Регулярным рейсом из Москвы в Душанбе можно добраться всего за 4 с небольшим часа. Далее путь лежит на автотранспорте через весь южный Таджикистан, мимо Нурекского водохранилища, через Куляб и далее вдоль реки Пянш, по которой проходит граница с Афганистаном. Для того, чтобы перевести дух и немного отдохнуть от 16-часовой поездки на авто по горным ущельям Ваханского коридора, мы, как правило, останавливаемся на ночевку в Хароге, столице Шугнана. Шугнан – это историческая область на юго-западном Памире. Топоним Шугнан, таджикское Шугнон, является древнеперсидским со значением «хороший», «приятный». Существует также мнение, что название Шугнан в своем корне связано с древними племенами саков, обитавших в горных долинах Вахана в VII-II веках до нашей эры. Шугнан – буквально «страна саков». Сегодня рано утром мы прилетели из Москвы через Стамбул в город Душанбе. Рано утром выехали по дороге на базу. Вот проезжаем такие живописные места. Здесь водопады, здесь высокие горы. И прямо за полноводной рекой Пяндж рукой подать 300 метров уже Афганистан. Довольно интересно наблюдать за жизнью на том берегу. Честно говоря, очень часто кажется, что эти два берега разделяют века. На той стороне довольно развито мытье золотого песка. Им занимается и стар, и млад. С приходом к власти Талибан, как кажется, жизнь на том берегу стала еще жестче. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего меня зовут? Константин, очень приятно. Махмади. Константин. Можно патрон закинуть туда, да? Ну, это куда туда закинем сейчас. Ага. Загружены под самый жвак мы сейчас. Ну, что делать? Встретившись с представителями компании «Молгап», наш путь лежит на высокогорные плато, расположенные вдоль Ваханского коридора. Именно здесь, в XIII веке, оказался волею судеб венецианский купец Марко Поло, последовавший с персидским караваном в Китай, покоренный в то время монгольским ханом Хубилаем. Как считается, именно он, первым из европейцев, описал в своей книге путешествий обитающих здесь диковинных диких баранов с огромными завитыми рогами. Поэтому именно в его честь и назвали данный вид архаров аргали Марко Поло. Данный вид аргали является самым желанным трофеем для горных охотников всего мира. Это как своего рода знак качества, отличие от всех обычных рядовых трофейных охотников. Можно обладать десятками различных трофеев со всего света.
горными баранами, козерогами, медведями и оленями. Можно добыть большую африканскую пятерку. Но когда ты добываешь аргали Марко Поло, ты входишь в зал славы охотников. Сообщество тех, кто испытал судьбу и свои силы и поохотился в горах, без кислорода, на пустынных горных плато Памира. Это как метка, элитарная метка одного из немногих, как Эверест для альпинистов. И вот, наконец, мы прибываем в самый комфортный охотничий лагерь на Памире. Под стать элитарным трофеем и элитные условия размещения. VIP-домик, говорю. Вот этот. Столовая вот там у нас. И здесь большой бассейн. И вот я в него А он обычно хожу. открытый? Нет, он закрытый, но там такая там крыша. Да нет. Но иногда так, Проходит? зайчики вот здесь вот бегают всякие. Шоуди. Это да. А это хозяин? Не, а это Атабек идет. Ну, это хозяин. Да, да. Хозяин. Ну, а как ж. Кого я вижу? Салам алейкум. Привет, брат. Москва 4780 километров. Заработал. Как же. Сейчас все отменят. Наоборот. После размещения и сытного обеда с ресторанным меню, как водится, первым делом необходимо пристрелять оружие. В условиях разряженного сухого воздуха довольно сильно меняется баллистика пули, в особенности на дальние дистанции. Ну прости. Практически каждый охотник, приезжающий на Памир, получает этот незабываемый опыт. Пули, как правило, летят выше. Но, как говорится, не попробуешь, не почувствуешь. Километр. Километр оттуда. Не видно будет уже, по-моему. Или нет, видно будет. Вон, он, я его вижу, вон, на фоне снега стоит. Слева пришла. А? Не, выше. Да. Выше? Вот прямо в перекладину попал, по центру. Не в мишень, а вот на том, о чем она висит. Стойку, да, или вверх? Стойку. Стойку влево или вверху? Нет, прям четко поверху мишени. При утренних температурах в ноябре и декабре месяце ниже минус 40 градусов во время самой охоты, днем, охотники чувствуют себя довольно комфортно. Во-первых, практически все время ты находишься в движении. А во-вторых, конечно, помогает хорошая современная одежда горных охотников. Увидеть в декабре группы баранов по несколько сотен штук вовсе не редкость. В это время у аргали гон – время спаривания.
Кимат, где? Вот там. Вот на долине 6 штук вокруг. Сава, там Урсова, эти... Они за этими гоняются, за... Да, они нас увидели уже. А, пошли, убежали. Волки – это один из главных факторов, влияющих на количество копытных. Регулирование численности этого хищника напрямую влияет на популяцию архаров. Волк – умный и хитрый противник, и отнюдь не просто добыть этого серого разбойника. В этот раз ему также повезло. Физическая нагрузка в условиях гипоксии – это одно из самых трудных испытаний Памира. То, что на обычной высоте, около уровня моря, дается человеку весьма легко, в условиях высот больше 4500 метров над уровнем моря минимум в 10 раз тяжелее. 10 шагов на Памире – это как 100 шагов на Ленинском проспекте, а то и больше того. Вот, правее, чуть повыше. Да не надо. У него база маленькая. Да, у этого. Это, который лежит, да. Да, большой, больше. Готов? Да. Выше, Выше. Вот, побежал, выше, стоп. Выше, вот он последний. Вот, сейчас остановится. Вот надо стрелять. Встал. Выше. 640. Вот. Уверен? Ниже, сзади. Сзади. Сзади попал. Вот он один идет. Вот. Он в середине идет. Сам последний. 670. Он сейчас в куче, не надо. 670. Сейчас уйдет, не надо. 709 метров, 13 градусов. Сколько? 709 метров 13. А угол? Покачал. Вон в голову. Уже Вон на горизонте. Да, вот на горизонт. Сейчас уйдет. Пускай уйдет туда. Пускай уйдет, не стреляй. Почему? Потому что когда ты стреляешь на горизонте, это неизвестно, попал или нет. И он уходит, и все. Сейчас, может, вернется, посмотрите. Нет, мы поднимемся. Это нормально.
уже не видит термин. Можно уже термин. Вон он идет, на той стороне. Барс? Да. Чуть. Вон он за ними, видите, на том склоне. Вон вверх поднимается. Да. Видишь, человек? Вон хвост. Нет, напротив Архаров, что ли? Напротив Архаров, да, левее чуть-чуть. Идет вверх. Даже левее. А, да, вот. Редчайшая удача – увидеть снежного барса. Видно, не одни мы сегодня охотились за этими архарами. Нет, чё? Таритахин чисто что ли? Бачите, один дорога, не спасали. Удачи! Попросим, чтобы удача была всегда рядом, дай Бог. Не рядом, а с нами была. С нами. Рядом не надо. Дай Бог. Ни пуха, ни пера. К черту! И вот мы снова нашли того барана, за которым охотились предыдущим днем. На этот раз мы постарались учесть все ошибки и сделали правильные поправки. Если бы он попадал. Ничего. Вот он пошел. К самке идет. Можно? Давай. Есть, попал. Поздравляю! Отлично попал. Все. Молодец!
Баран рухнул на месте. Супер. Мала и честь нашему охотнику. Молодец, Да, Альберт. сегодня день рождения, видишь, подарок какой. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ты видел когда-нибудь, что человек сам себе делал подарок на день рождения? Это такой дорогой подарок. Классный подарок. Да. Супер. А для нас подарок меткий выстрел. Вдвойне. Да, такой вот замечательный подарок сделал наш охотник себе на день рождения. Монгоба. Хороший подарок, как он стоял. Красивый. Красавчик, как мы и называли его. Вот это нога подняли. Девять с половиной лет ему. Все, уже он бы еще Старичок. полгода прожил бы и не умер. У него такой еще отклонился. Вот это красавчик. На Памире охота на Марко Поло. Второй день. Вчера вот тоже на этого же барана охотились. И пули отказывались лететь в него, хотя везде проверяли. По мишеням все везде летит супер. В него не летели. Видимо, не его время еще было вчера. Сегодня вот тоже его нашли. Было 515 метров. Угол наклона 13 градусов вниз, отрицательный. Высота была сколько у нас? 4500 метров. Конечно же, находились сегодня, все было против нас. И идем к одним баранам, ветер, и они убегают. К другим идем, волки на них пошли, они убегают. И вот этот нас потому что ждал, и вчера ждал, но вчера не его время, а сегодня уже ждал в свое время. Одним выстрелом лег сразу. Хорошая охота, хороший выстрел, хорошая добыча. Что тут сказать? Отличное место, отличная охота. Спасибо большое. В первую очередь Атабеку, который нам тут все показал, провел. Компании Мургаб, которая организовала эту охоту, просто супер на самом деле. Но много где был на охоте, но такого никогда не видел. Такой сервис, так обслуживают, так проводят, все показывают, знают, где у них тут что находится. Ну, иногда не везет, но вот сегодня повезло. И, конечно, Максиму Воробьеву, нашему аутфитеру, без него мы сюда даже не попали бы и не увидели бы это все. Спасибо большое. Шауди, видно что-нибудь? Вот он, сзади третий. Вот, кушай. Видишь, да? Всего село меня покинули. Это круто.
Ну, дохуя. Да, как будто это осень, блин. Берутся, да. С Константином Самсоновым мы охотились в феврале. Из-за большого количества снега, как правило, тут необходимо использование так называемых бигфутов – машин со специальными проходимыми покрышками. Кушает он сейчас. Вот самый правый, который кушает. Последний вот идет линия. Второй спереди Да, или да, сзади? Второй спереди. Ага, я вижу. Вот сейчас. Да. Могу померить. В нижней группе второй идет. Вот сейчас он самый слева. Вот слева пошел. Самый левый, последний. Самый левый. Идет. Будешь стрелять? Я понял. Самый левый. Самый левый. Последний левый. Ну, самый-самый левый. Да, да, да. Ну что, пробуем? Давайте. О, блядь! О! А мы тут мучаемся. Люсю. А мы уже нервничали. 750, а? 750 метров. На моем. Супер. Сразу на месте. Поздравляю. Мы это сделали. Я считаю, 70% выполнено. Почему 70? Потому что это основной трофей всех горных охотников. Согласен? Согласен. Ну вот, случилось это чудо. Вот он,
долгожданный мой трофей. У меня было в жизни две мечты. Одна такая материальная, вторая, считай, духовная. И вот вторая духовная с добычей трофея Марко Поло осуществилась. Мы 2 дня искали баранов, видели, даже подходили на дистанцию 340 метров, но, как говорится, все это были не те бараны, Да, мы выбирали, искали которые селективно. нам нужны. И сегодня увидели, заметили группу баранов и стали к ней подходить. Было тяжело, конечно, это делать. В итоге подошли на 730-750 метров, готовились. Температура была минус 10 градусов, угол плюс 14 градусов. Потеплело, да? Это, Да, то есть мы изначально минус 20 было, когда мы от машины внизу было отходили. Минус 20, потеплело за все это время. И так получилось, что одним выстрелом был повержен замечательный самец. Добот. 9-летний самец. Размер сколько? Больше 55 дюймов, где-то так, да? 56. Ну, 9 лет. 9-летний баран, да, очень красивый. Самый крупный был из всей этой группы. Сколько их всего было? 29 баранов, да? 22 барана была группа. Мы до этого и смотрели. Мы просмотрели, наверное, баранов 200. Больше, не, я думаю, больше, чем 200, да. Мы за это время, за 2 дня, я думаю, около 500 баранов, наверное. Которым подошли 84 штуки. Ничего себе. Да, к которым подходили 84, Здесь, только к которым хорошая близко очень, подходили. Плотность достаточно. Спасибо команде, спасибо Атабеку, спасибо Шулди, спасибо Мамади и, естественно, Максиму. Спасибо. Фамилия у него Воробьев. Спасибо, да. Я, кстати, с этими ребятами очень много фильмов смотрел, и прежде чем сюда поехать, конечно, изучал некую информацию. И действительно, ребята профессионалы, всем рекомендую. Вперед! Подписывайтесь на канал. Конец ноября 2020 года, когда мы охотились с Алексеем Кимом, выдался на редкость снежным. Помимо бигфутов, мы даже использовали снегоход.
Не знаю. Сейчас, Не могу сказать. подъезжай его. Вот к нему подошел с другой стороны, головой стал, да? И он начал двигаться. Да. Да. Я не знаю, какой размер. Какой размер? Какой размер? Рошу. Ну, какой размер? Ну, наверное, 56-7 вот так. Не, это маленький. Маленький, да? Маленький 57, 59. Подожал, я его сниму. Не, он такой, он не больше. Больше нет. Ну, завтра тогда будем искать. Завтра будем искать. Ой, братцы, что-то я это... Слегка... На 56. Ну, нет. Ну, все, не берем, все, нормально. Нормально. Очень слабый. Очень слабо. 55 это уже золотая медаль Марко Поло. Ну, нам-то надо больше золотой. 57. Не, ну тут и 60. 60 я не сказал, но будем стараться поближе к 60. Издалека, в трубу, мы увидели довольно хорошего барана. Иначе как пешком к нему подойти было невозможно. Мы решили подняться и подойти поближе. По нашим ощущениям, мы могли бы подкрасться к этим баранам где-то на 400-500 метров. В итоге мы были весьма удивлены. Пройдя около 5 километров по глубокому снегу, оказалось, что архары в 900 метрах от нас, и ближе к ним никак не подойти. Ошибаешься. Ничего, давай. И вот непростая дилемма. Оставить архаров, так как расстояние большое и уже темнеет, а значит велик риск промахнуться или подранить. И тогда надо спускаться ни с чем и на следующий день начинать все снова. Или попытать счастье и сделать выстрел. После такого непростого подъема, вымотавшись и пропотев, было довольно непросто принять решение. И все-таки было принято единственное верное.
Такого архара упускать было нельзя. Сейчас копает левой ногой. Ну это тот самый, которого мы видели? Максим? Да. Максим? Да. То есть можешь стрелять? Ну, сколько думаешь он? Сколько? Сколько он размер? 58. Минимум. 58. Это левый, да? Да. Немножко встречный, что ли, появился. Вот поворот. Поворачивается. Повернулся, Леш. Максим, ты готов? Я готов. Опять он. Плохо стоишь. Да, опять боком встал. Жопой. Возле него еще один встал. Плохо встал. Готов. Ты готов? Готов. Ну. Максим, Готов. ты готов? Готов. Готов. Есть, попал. Попал. Молодец. Еще раз. Красава, нет, все, он завалил. На месте он. Ну ты молодец. Вот это да! 912 метров! Такого, Леха. 912 метров! Команда! Не бывает такого. Это нереально. Смотришь вокруг себя. Как не, куда не смотрю? Ну я несколько раз нет. Молодцы. Просто и кайфовал, и снял как-то. И устал. Сейчас фары включать, да? Вот там Да, еще так, да. такие камни. Вот где-то 200-300 метров. Так вот. Ну-ка, Классно. помоги. Ну Помоги. давай. У меня только метр. Дюймы? Да. Дюймы. Давай. Покажи мне, где цеплять. Вот. Вот отсюда. Вот, держи, пожалуйста. А, блядь. Смотри! Сколько? Смотри! Не вижу, Нет. мне неудобно. Сам смотри. Максим, сколько там? 50. Подожди, можешь держать, а? Вот это сейчас. Держи вот здесь. Вот здесь, вот это держи. Держи. Отпущу, Да вот это держи. Вот отпущу тогда. Ну и что? 59! А! Померим, вот это померим. — 58. 58! Леша. Ну чё? Congratulations, блин! Тебе что сказать? Красавец! Тебе что сказать? Отлично. Слушай, трудовой. Такой трудовой, такой красивый. Это же просто Я кайф. не знаю, почему второго раз стреляли. Вот живот попался. Вот это отсюда попался в лег. Вот видишь. Вышел вот Да. сюда? Вот. А вот Это смотри, второй раз. Вот смотри. А Макс же сказал. Где-то взял. Да, да. Вот. Вчера мы охотились в горах Памира. Охоту организовал известный аутфиттер Максим Воробьев, ферма ПРО.
у гостеприимных хозяев Зафара и Атабека. Фирма Мургаб Компани. Компани. Вчера был очень сложный день, было очень ветрено, шел снег, но нам посчастливилось, где-то в районе, получается, 2 часов мы увидели группу баранов. Они были от нас очень далеко, но мы приняли решение, что будем подниматься. В 2:15 мы начали подъем, в примерно 5:15, пройдя где-то километра 4, с подъемом метров 300 по снегу и по белому асфальту. То есть, который постоянно ломался, проваливался до колен. Непростой был подъем. Мы подошли к группе баранов. Мы думали, что с этой горы, откуда мы подойдем, будет метров 400, но придя на место, оказалось, что там минимум получилось 900. Пока мы думали, наша группа баранов немножко отошла дальше. То есть, когда мы приняли решение стрелять, время было уже в районе, наверное, 5:45, уже начало смеркаться даже. То есть, возможности подойти ближе вообще никакой не было никакой возможности. И время, то есть, нас поджимало. Поэтому 915 метров я стрелял вот такого прекрасного барана. То есть получилось так, что 9,5 лет мы посчитали, 59,5 дюймов один рог и 58, у которого кончик отломанный 58. Благодаря нашей слаженной команде, которую, то есть, вот вы все видите, мы добыли такой замечательный трофей. То есть супер трофей, супер баран. Я очень счастлив со своей женой, что мы добыли такого барана. Большое-большое спасибо нашей команде, которая все принимали участие, особенно Максиму Воробьеву, особенно Атабеку, особенно, скажем так, Зафару. То есть все, особенно Кимат. Особенно Кимат, который героическими усилиями дотащил этого барана уже поздно ночью. И, конечно, Рахман тоже, да. То есть мы все сделали эту командную работу и вот добыли и притащили этого барана к нам. И вот сейчас вы видите нашу работу. На самом деле большая честь с Алексеем Кимом быть на охоте. Такого спортсмена, охотника, такого классного стрелка, спортсмена, который может подняться в горы, ни разу не пискнув, глубоко дыша и не волнуясь, сделать выстрел на 915 метров. Это большая честь. И самое главное, знаете, ребята, что спасибо вам огромное за то, что в такое трудное время этот невидимый враг пандемии, несмотря ни на что, вы приехали к нам. Соблюдая социальную дистанцию. Вот именно. Но в масках, белые маски у нас были, на фоне снега эту маску не видно. Но мы сделали свою работу. Знаете, в наше время, чтобы осчастливить людей, очень трудно. Но мы, как и наши гости счастливы, и мы счастливы. Поэтому спасибо всем и дай Бог вам здоровья. Как приехали, чтобы так и благополучно доехали до дома. Спасибо большое. Спасибо. Ура! Ура! Как же я заебался.